Если аудитор при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований, слышите, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, то аудитор обязан, цитирую, уведомить об этом Росфинмониторинг, причем уведомить, не уведомляя учредителей или директоров аудируемой компании. Если какой-то бухгалтер посчитает, что у вас нет очевидного экономического смысла, тук-тук-тук в Росфинмониторинг. Слушайте, чихнул, информация ушла в Росфинмониторинг, потому что мне показалось, что во время чихания ты таким образом подавал сигнал террористам. Не надо чихать. Чихать надо с разрешения, чтобы это соответствовало закону. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем обзор законодательства. И вот у меня в руках два замечательных документа. А вы знаете, я для себя тут завел правило: все документы, которые выходят у нас из недр государственных органов, я называю замечательными. Ну, потому что вдруг назовешь документ незамечательным, да, и кто-нибудь подумает, что ты его социальную группу, например, полиция или еще какую-то социальную группу обижаешь. А у нас в наше время многие социальные группы, они стали весьма обидчивыми, поэтому все, что данные социальные группы, будь то социальная группа правительства, или социальная группа Госдумы, или социальная группа, я не знаю, полиция, все, что они выпускают, это, конечно же, является замечательным, и все идет во благо нам, бизнесменам. А если, коллеги, говорить серьезно, то сей документ относится к любой компании, которая привлекает аудиторов. Неважно, привлекаете вы аудиторов для целей проведения стандартного аудита, или вы аудиторскую компанию привлекаете в качестве консультантов, этот документ относится к вам. А также этот документ относится к бухгалтерско-аудиторским компаниям, к тем компаниям, которые оказывают бухгалтерские услуги. А также эти два документа относятся к тем бизнесменам, которые передали свою бухгалтерию на аутсорсинг. И вот если эти документы относятся к вам, то, пожалуйста, уважаемые коллеги, послушайте меня внимательно. Итак, первый документ. Министерство финансов Российской Федерации, информационное сообщение от 25 апреля 2018 года, номер ИС-аудит-22, то есть информационное сообщение аудит-22. Цитирую, но сначала скажу, как это было раньше. Как это было раньше в части, касающейся контроля за отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Раньше, если аудиторы видели, что какая-то компания, по их мнению, подпадает под сотню многочисленных критериев, из которых следует, что эта компания, возможно, отмывает доходы, полученные преступным путем, или финансирует террористов, а под эти критерии может подпасть любой бизнесмен, например, деньги у вас проходят транзитом, все уже, наверное, вы финансируете террористов, или ваши операции, по мнению аудитора, не имеют очевидного экономического смысла, или вы слишком много кэша снимаете, или вы сидите на обналичке, то, по мнению аудитора, вы уже, значит, финансируете террористов. Так вот, раньше аудиторы обязаны были, цитирую, значит, ранее аудитор должен был проинформировать Росфинмониторинг в пределах его компетенции о том, что учредители, участники аудируемого лица и их представители, либо его руководители, не приняли в течение 90 календарных дней надлежащих мер по рассмотрению информации, оставших известным аудитору случаях нарушений соответствующего законодательства, либо признаках таких случаев, либо риски возникновения таких случаев. То есть раньше аудитор обязан был направить подобную информацию учредителям, директорам, и в течение 90 дней они должны были предпринять соответствующие меры. Теперь все по-другому. Теперь, уважаемые коллеги, если аудитор при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований, слышите, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции
аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма, то аудитор обязан, цитирую, уведомить об этом Росфинмониторинг, причем уведомить, не уведомляя учредителей или директоров аудируемой компании. Крайне интересный документ, коллеги. Как это все будет делаться, почитайте в этом документе, и в этом документе дается многочисленная нормативная база, которую вы должны использовать. В частности, аудиторы будут использовать специальную инструкцию, утвержденную приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 года номер 110, так называемая инструкция ЕС-аудит 17. При этом аудиторы не обязаны, я уже говорил, разглашать какую бы то ни было информацию. Тут об этом прямо написано, что эта информация не подлежит разглашению аудиторам. И то, что он будет передавать эту информацию в Росфинмониторинг, цитирую, это не является нарушением аудиторской тайны, и идет ссылка на часть 4 статьи 9 Федерального закона об аудиторской деятельности, в которой, соответственно, внесли изменения. На кого эта инструкция распространяется? Она распространяется, цитирую, на всех лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или поручению своего клиента определенные операции. То есть данная инструкция, она относится не только к аудиторам, она относится также к компаниям, которые оказывают бухгалтерские услуги. Я не просто так упоминал компании, которые оказывают бухгалтерские услуги, не просто так упоминал клиентов, у которых бухгалтерия находится на аутсорсинге. И второй документ, он уже более детально расписывает, что должны делать индивидуальные предприниматели, бухгалтера, которые своих клиентов обслуживают, или бухгалтерские компании, или бухгалтерско-аудиторские компании в отношении своих клиентов. Давайте посмотрим на этот документ. Этот документ, коллеги, идет без номера и без даты. Я его из системы «Консультант Плюс» распечатал 3 мая 2018 года в 2 часов 20 минут, 6 страниц. Документ называется так. Федеральная служба по финансовому мониторингу. Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, требований законодательства о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Пункт 1. Я больше сохранить не собираюсь все 7 страниц вам цитировать, я акцентирую ваше внимание на наиболее важных моментах. Пункт 1. Настоящие рекомендации разработаны в целях повышения эффективности работы лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг при исполнении требований законодательства о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Давайте, коллеги, посмотрим, при каких обстоятельствах, если ваша бухгалтерия находится на аутсорсинге, аутсорсинговая компания, ведущая вашу бухгалтерию, ведущая бухгалтерский учет вашей бухгалтерии, будет стучать в Росфинмониторинг. Давайте посмотрим на эти обстоятельства, и давайте не просто посмотрим, а давайте я вам процитирую пункт номер 4 данного документа. Потому что я не хочу гнать здесь от себятины, коллеги. Вопрос серьезный. То есть, если ты обращаешься в бухгалтерскую, ты бизнесмен, передал свою бухгалтерию для ведения какой-то бухгалтерской компании, ты, наверное, рассчитываешь на какую-то конфиденциальность, на какую-то секретность. Наверное, ты не хочешь, чтобы эта информация ушла в Росфинмониторинг, а из Росфинмониторинга она автоматически уходит и в коммерческие банки. И я насчитал 25 служб, это я насчитал 25 служб, которые подключены к системе Росфинмониторинга и имеют право пользоваться этой информацией. И, наверное, бизнесмены, что называется, не готовы пока что в онлайн-доступе подключиться, я не знаю, к спецслужбам и сливать всю информацию из спецслужб. Наверное, бизнесмены к этому пока не готовы. Нас с вами к этому готовят, но, наверное, не все к этому еще готовы. Поэтому важно знать, куда эта информация будет уходить. Итак, цитирую пункт номер 4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента. Первое. Сделки с недвижимым имуществом, они должны будут стучать. Второе. Управление денежными средствами, то есть если бухгалтерская аудиторская компания
у которой у вас бухгалтерия на аутсорсинге, хоть как-то управляет денежными средствами, она уже обязана сливать о вас информацию. Слышите? Ключевое слово здесь «обязана». Я дальше дам соответствующие ссылки. Или эта компания, третья, управляет вашими ценными бумагами или иным вашим имуществом. Это четвертое. Или пятое. Управляет банковскими счетами. То есть, если бухгалтерия у вас на аутсорсинге и какой-то бухгалтер, индивидуальный предприниматель или бухгалтерско-аудиторская компания управляет вашими банковскими счетами. Или шестое, вашими ценными бумагами. Или привлекает денежные средства для создания организаций. Или, я уже не буду номера ставить просто, или обеспечение их деятельности, или управление ими, или занимается созданием организаций, то во всех этих перечисленных случаях бухгалтерская аудиторская компания, цитирую, обязана, видите, здесь слово «обязана» стоит, принимать меры, направленные на противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Что это за меры, коллеги? Пункт номер 5. Здесь идет ссылка на статью 7.1 115 закона. Почитайте, крайне интересный закон. И вот эти вот все организации по всем вышеперечисленным основаниям обязаны 5.1. Разработать правила внутреннего контроля. Это большой-большой документ. Он, коллеги, изложен в постановлении номер 667. Не написано постановление правительства или что это за постановление. Ну, просто написано постановление номер 667. Назначить специальное должностное лицо, которое будет ответственно за реализацию данных правил внутреннего контроля, постановление номер 492 и так далее, куча нормативной базы. Дальше они обязаны идентифицировать каждого своего клиента. Тут более-менее подробно написано, более подробно все это я внимательно изучал, там, по-моему, 16 страниц текста. Есть соответствующий приказ Росфинмониторинга. Там написано, как идентифицировать это вот такое досье на каждого клиента необходимо собирать. А дальше, что будет являться основанием документального фиксирования информации о своем клиенте и передачи этой информации в Росфинмониторинг? Ну, например, запутанный или необычный характер сделки, не имеющий очевидного экономического смысла или очевидной законной цели. Если какой-то бухгалтер посчитает, что у вас нет очевидного экономического смысла, тук-тук-тук в Росфинмониторинг. Или если у вас, например, сделка не соответствует целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации. Ну, я не знаю, у вас в учредительных документах написано «торговля пиломатериалами», а тут вам подвернулась сделка, вы кирпич продали. Уже все, милок, информация в Росфинмониторинг уходит. Или, допустим, цитирую, выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим федеральным законом. Казалось бы, ни о чем. Не, для этого вам нужно знать 115-й федеральный закон. И вот такие вот пачки, ну нет, шире, вот примерно вот такую нормативную базу я набрал. Вот это вот, послушайте, чихнул, информация ушла в Росфинмониторинг. Потому что мне показалось, что во время чихания ты таким образом подавал сигнал террористам. Не надо чихать. Чихать надо с разрешения, чтобы это соответствовало закону. А вот это мне нравится. Значит, в соответствии с правилами внутреннего контроля, документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации мер противодействия финансированию и так далее, и сохранять ее конфиденциальный характер. Основаниями документального фиксирования являются иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации, отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Знаете, все перевернуто с ног на голову. Например, обналичка относится к отмыванию доходов, полученных преступным путем. Я знаю, о чем я говорю, готов назвать всю нормативную базу. Но почему я говорю, что все перевернуто с ног на голову? Потому что речь идет. Что такое вообще отмывание доходов, полученных преступным путем? Я не знаю, кто-то, не дай бог, конечно, продал наркотики. И он получил деньги от продажи наркотиков.
и он их ввел в бизнес и вложил в недвижку, допустим. Вот эта операция будет отмыванием доходов, полученных преступным путем. Или кто-то, например, значит, даже такой простейший пример, не оприходовал деньги по кассе. Уже это, если там сумма большая, может подпасть под состав преступления, уже как-то можно, и он эти деньги потом легализовал, да, уже это как-то можно натянуть за уши. Но проблема тут, ребята, заключается в том, что если вы почитаете вот такую пачку всех этих критериев, ну, не знаю, транзитные операции, отмывание доходов, снял деньги со счета, отмывание доходов, положил деньги на счет, отмывание доходов, попросил коммерческий банк поскорее провести операцию, уже под подозрение попадаешь, отмывание доходов. И проблема для современного российского бизнесмена в том, что чуть ли не, что бы ты ни делал, ты можешь подпасть под эти критерии. Да, потом, возможно, ты сможешь доказать коммерческому банку, что никакого отмывания доходов у тебя не было, что вот все первичные документы, подтверждающие легальность доходов, что вот все первичные документы у тебя есть, свидетельствующие о том, что ты заплатил все налоги, но головняк ты получишь. Поэтому, коллеги, Поэтому надо знать, с чем вы можете столкнуться. И тут много-много всего в этом восхитительном документе написано. Вот, например, лица, оказывающие бухгалтерские услуги, представляют в Росфинмониторинг информацию о подозрительных операциях в виде формализованных электронных сообщениях, соответствующих квалифицированной подписью. И дальше написано, что должно содержать это сообщение. А главное, бизнесмен об этом даже знать не будет. И цитирую еще один шедевр, коллеги. Кроме того, лицам, оказывающим бухгалтерские услуги, целесообразно участвовать в добровольном сотрудничестве с Росфинмониторингом путем заполнения опросных листов и анкет в личных кабинетах. Понятно, господа бухгалтера? Вы должны добровольно, то есть мало того, что по этой инструкции вы обязаны подключиться к системе Росфинмониторинга и создать там личный кабинет и всю информацию о своем клиенте передавать в Росфинмониторинг, но вы еще и должны, добровольно подключившись, заполнять соответствующие опросные листы. Это еще не 1937 год. Это нечто другое, коллеги. Это нечто другое. И, возможно, я осмелюсь и сниму отдельный ролик, где я немножко вам расскажу, что это. А пока от меня вам следующие рекомендации. Если вы создали свою аутсорсинговую организацию, куда вы вывели бухгалтерию, то тоже обяжите директора этой организации зарегистрироваться в Росфинмониторинге. А дальше, конечно же, я надеюсь, что ваша аутсорсинговая компания, которая обслуживает вашу группу компаний, она будет действовать на основе здравого смысла, и она, сотрудничая с Росфинмониторингом, будет передавать в Росфинмониторинг ту информацию, которая не будет подпадать под отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, так как я точно знаю, что вы, бизнесмены, никогда в жизни, я за 15 лет работаю в этой области, ни разу с этим не сталкивался, так вот, я точно знаю, что вы никогда в жизни не занимались отмыванием доходов, полученных преступным путем, и точно никогда не финансировали террористов или экстремистов. Во всяком случае, через меня проходят тысячи и тысячи людей через мою организацию. Мы таких не видели ни одного. Поэтому вам здесь опасаться нечего. И пусть спокойненько ваша бухгалтерская компания в Росфинмоне зарегистрируется и продолжайте спокойно работать, зная все эти замечательные инструкции. А более подробно, коллеги, обо всем об этом мы будем говорить на ближайшем семинаре, который пройдет в гостинице «Новотель» 30-31 мая в Москве. Там не 10 минут, как сейчас. Там и об оптимизации налогов, и о обеспечении безопасности активов, и о субсидиарке, и о законных способах снижения налогов. Мы будем говорить целых 2 дня. Приглашаю, не пожалеете. Спасибо и удачи в делах.